В Израиле одни живут как в раю, Сегодня ты можешь это купить за 14 миллионов шекелей. Примерно 3 миллиона долларов. другие как в аду. Наркотики, проституция, трансвеститы. Бедные и богатые. Здесь соседи. Это крыша с видом на море. В каких условиях вы живете? Одна койка, туалет, раковина. И бедные, и богатые всю жизнь работают, но видят разные результаты. Помните момент, когда у вас был первый $1 миллион? Да, конечно, помню. Я даже в ресторане отметил это. Мы нашли людей, которые живут и на вершине благополучия, и на самом дне, чтобы показать вам настоящий Израиль бедных и богатых. Мы покажем вам 3 уровня жизни Израиля. Посетим один из самых роскошных объектов недвижимости. Пообщаемся с женщиной, для которой Израиль совсем не земля обетованная, а место, где она вынуждена выживать. И встретимся с крутым боксером-бизнесменом Эдуардом Филбергом, который переехал из Советского Союза без копейки денег и с нуля сколотил в Израиле миллионное состояние. Я Павел. Эдуард, Очень приятно. Это ваш дом, да? да? Пожалуйста. Все хотят, чтобы я сразу спрашивал, сколько потратили денег. На то, что... На дом? Ну да. В Израиле не принято говорить. Вот на ушко, я никому не расскажу. Всем. Это в какой валюте? В зеленый. Ну, $7 миллионов это... А я вслух сказал? Извините. Я понял. Это будет провокационное интервью. Блин, вот это да, вот это лухари. Извините, я из Сибири, понимаете? Поэтому, как в красивый дом приходишь, Я сразу понял. удивляешься. Мы в одном из самых бедных районов Тель-Авива. И сейчас попробуем зайти прямо вовнутрь и узнать, как там живут люди. Is it your home? Yeah? Блин, страшно, ребята. Что за район, в который ты нас привел? Район называется Тахана Мерказит. Он находится в самом Тель-Авиве. Очень трешовое место. То есть здесь стали заселяться люди-беженцы. Там снегири, суданцы. И то есть настолько заселились, что здесь они как бы и поселились. Это, можно сказать, полностью вообще их район. Вау, мы приехали в один из самых дорогих новых объектов в Израиле. Давай знакомиться, я Паша. Привет, я Марина. Марина работает здесь риэлтором, правильно? Да. И мы напросились зайти вовнутрь, узнать, что же находится в таких дорогих зданиях. Давайте сразу по цифрам. Сколько здесь может стоить квартира, вот если я хочу купить себе? Обычная стандартная квартира может стоить от 5 миллионов шекелей и выше. Это в долларах? Ну, это где-то 1,78 на сегодняшний курс доллара. Ну, почти $2 миллиона. Это стартовая цена, то есть самый дорогой... Самый дешманский, я понимаю, $2 миллионов. Самый дорогой самый пентхаус, дорогой? который находится на самом верхнем этаже, он двухъярусный, у него есть своя вертолетная площадка, у него есть свой частный бассейн, который превращается в дэнс-флор. По мере необходимости продавался за 40 миллионов шекелей. Больше 10 миллионов долларов. Да. Но зато своя вертолетная площадка. А что, я понимаю, как в современном мире без вертолетной площадки вообще как проживешь? Кстати, этот пентхаус принадлежит одной очень состоятельной разведенной даме, поэтому дерзайте. Татьяна, жена моя любимая, смотри, какая конкуренция с вертолетной площадкой. То есть страшно-то. Здравствуйте. Здрасте. А вы здесь живете? Да, А в этом районе, да? да, А можно вам несколько вопросов задать? с удовольствием, смотря какие вопросы. А почему вы баночку попросили? Потому что я плохо живу. На квартире живу, тяжело живу. Пожрать, извини за выражение, нет, не бывает что-то. Очень все дорого для нас, пенсионеров, стариков, очень. Очень, я даже плачу часто. А что делать? Вот иду, баночки беру, потом сдам. Домой приезжаю. Я сама не могу везти, уж ноги не годятся. Раньше я возила. Давайте мы поможем вам. А что такое ЕФ? Эдуард Филбегер. Это вы так скромно подушки свои. Я только подушки даю. все. То есть дальше Почти, не да. решили. Класс. Ну, я хочу экскурсию, можно? По всему дому? Ну да. Ёшкин кот. Нифига себе, как красиво.
на ушко. Как вы заработали 7 миллионов долларов? С ушком мы закончили. Расскажите, что вы сделали такого? Работал, Да? да. Блин. То есть лотерею нельзя выиграть так? Но я не верю. Ну ладно, если по-серьезному. Чем вы занимаетесь, расскажите. Сейчас я инвестор. То есть вы инвестируете как в компании или... В компании, в проекты, в фондовый рынок. Но я знаю, что с вами лучше не шутить, потому что вы были боксером. Но можно шутить спокойно. То есть вы меня не... Нет, нет. А у вас еще осталась привычка, раз так в стойку? Да, я думаю, да. По мне сразу видно, да, что я не профессиональный? Мгм. Присаживайтесь глубоко. на заднюю. Пониже надо? Нет. Чересчур упор на заднюю ногу. А если я двину, что вы будете делать? Вы же не сможете даже шаг назад сделать. Я уже проиграл. Здоровья ни черта нет. Очень к нам относятся. Ужасно. Ужасно. Относятся к нам очень плохо. К старым людям очень плохо. Совсем забросили. Совсем забросили. Я очень кайф, что я уехала со своего союза. Своего Узбекистана. Конечно, нельзя гневать Бога. Как-то помочь вам или как? Да, немножко. Так, все хорошо, удобно? Или еще нужно помочь? Нет, нет. Самое такое энергетически значимое место в доме – это крыша с видом на море. Прелесть в Хайфе в том, что здесь и горы, и море, и там даже леса. Я тоже хочу дом за 7 миллионов долларов. Ну, вот Как вы к этому пришли? Ну, это был долгий путь. Как таковую карьеру я начал уже здесь, в Израиле, бизнес-карьеру. Ага. Ну, я родился в Советском Союзе. В Советском Союзе не было богатых, бедных, бизнесменов. Там все были одинаковы. Я в еврейской семье. Я, если слышите, и на данный момент даже немножко картавлю. Просто у меня низкий голос, и он заглушает. Само собой, это жил я в Кишиневе, Молдавия. Были такие определенные антисемитские настроения. Да, с моей фамилией, с моим отчеством мне было немножко сложновато. И меня там били. Да, обзывали, я кидался драться, меня били, пока там я не попал в секцию бокса в 12 лет. И тенденция постепенно стала изменяться. А потом просто перестали бить, а потом я стал один из компании. Единственный еврей. Ну, свой зато. Да. Возглавили Да. те, кто ходит теперь избивают. Да. То есть это здесь очень много нелегалов. Они действительно здесь живут нелегально и занимаются разным нелегальным бизнесом. А нам мужчина сказал, что с сумкой аккуратнее, не несите через плечо. Это он пошутил или это правда здесь? Нет. Сейчас, опять же, вот в наше время более спокойно, при этом как бы белых людей, как правило, они не трогают. Вот мы с тобой белые, я имею в виду темнокожие, чернокожие ребята, да. А почему? Ну, потому что безопасность Израиля, тут сразу полиция, все это налетят, они боятся. Вот это люстерка, да? Арт-объект целый, да? Красотень. Это такой холл. Это такой холл, да, сюда приходят люди, которые здесь живут, их все время ждет консьерж, 24 часа в сутки, есть охрана полностью, все находится под видеонаблюдением. А то, что лифты золотые или как-то медные, это специально, да, так, чтобы подороже было? Смотрите, я вам хочу сказать, что главной особенностью вообще израильской недвижимости и вообще Израиля, то, что здесь очень все скромно. Даже находясь в самом каком-то крутом месте, да, первая линия у моря, это то, что в Израиле устанавливает вообще ценовую политику. И все равно это будет выглядеть скромненько и довольно-таки... Довольно-таки красиво, чистенько, уютно, но... Ну, золотые лифты, я согласен, скромненько. Когда ты ведешь бизнес, ты точно знаешь, что один из самых ценных ресурсов в жизни – это время. Поэтому спонсор сегодняшнего выпуска – Тинькофф Бизнес. Все онлайн, без очередей и ожиданий на линии. Максимальная забота о клиенте. Поэтому, если вы ведете бизнес или планируете открыть свое дело, советую досмотреть эту интеграцию до конца. В Тинькофф есть все, что нужно для работы бизнеса. Расчетный счет в рублях и валюте, торговый и интернет-эквайринг, кредиты на развитие своего дела, онлайн-бухгалтерия, персональный менеджер и еще масса других полезных сервисов. Начинающим бизнесом даже не нужно идти в налоговую. Тинькофф сделает это за вас, и регистрация обойдется вам абсолютно бесплатно. А для действующих предпринимателей подберет выгодный тариф с учетом задач бизнеса. Но на этом приятные бонусы не заканчиваются.
Клиенты Тинькофф Бизнес могут выводить наличные без комиссии до 1 миллиона рублей в год, а также осуществлять переводы международным партнерам в юанях от 0,1%. Со всеми условиями можно ознакомиться на сайте Тинькофф. А если вы оставите заявку на открытие счета до 30 сентября по моей ссылке, то получите целый год бесплатного обслуживания своего счета. А вы что, здесь как, живете в Израиле или что? Мы приехали снимать репортаж Откуда приехали? из Москвы сейчас. А? Из Москвы. О, боже мой. А расскажите, как давно вы сюда приехали? 20 лет. Была здоровая. Здоровье здесь ушло все. Работать не дали. То вещь старо торговала, то, что находил на улице. То бутылки собирала. Сейчас я мало собираю, здоровья нет. Ноги не годятся. Раньше я собирала, ездила, сдавала. Благодаря этому немножко легче было. А сейчас я не в состоянии. Я себя даже соберу, возить некому, чтобы сдать. Школа заканчивалась, там ходили, хулиганили, как каждый юноша в Советском Союзе, там и подраться, и выпить, алкоголь. Да. Были такие времена. Потом пришел момент окончания школы, там поступление в военное училище, но как только поступил, я сразу понял, что я не могу находиться в системе, которая не поддается моему логическому объяснению, то есть сразу включился бунтарский дух. Я подал заявление на отчисление, и 90-й год, и как раз родители приняли решение, что едем в Израиль. Папа был там инженер в профтехучилище, мама медсестра в стоматологической клинике, то есть, сколько там, 280 рублей на семью, что ли, был доход. Да. И приехали мы, с 400 долларов привезли, по 100 долларов на члена семьи. И просто весь этот район стал, вот таким. Понятно, наркотики, это как бы такой прям трэшовый район, проституция, трансвеститы. Да, очень славится этими вещами. По-моему, 10 лет назад вот еще можно было застать вот улицы, где мы с тобой стоим, вот эти улицы. То есть, знаешь, как в фильмах американских, на каждом углу стоят там девочки, полудевочки, вот такие экземпляры. Да, то есть ходи выбирай, но их шуганули в какой-то момент. Сейчас это где-то есть, я не знаю где, но, наверное, если поспрашивают, ты найдешь. И даже полиция где-то даже не встревает. Ну вот вы как бы живете вот в этом районе. То есть, главное, такой, да? Да, гетто. Как этот фильм был «13-й район» или какой-то, да, вот это. То есть израильтяне здесь жили, я имею в виду белые израильтяне, но они, естественно, со временем просто стали отсюда уезжать. Уезжают. Карьера началась у меня... Первый рабочий день я пошел собирать клементины на плантацию. Клементины – это смесь апельсина и мандарина, искусственно выращенные. Сколько вы так заработали за первый день или там за первый месяц? Во-первых, я там вообще ничего не зарабатывал, потому что мы приехали через месяц, каждый новый репатриант государство им предоставляет право на обучение иврита. Это называется в Израиле ульпан. И родители мои попали в городской ульпан, а меня с моим братом послали на самый север Израиля, кибуц Дан. Это прямо на границе Ливан-Сирия. Кибуц – это как коммуна. И там бесплатное проживание, находишься полгода, один день работаешь бесплатно, один день учишься. За еду, можно так сказать. Да, работал за еду, да. Вторая моя работа, я был тогда в шоке, потому что это был декабрь месяц, мы приехали, я вообще ничего не понимал, куда везут все. Все такие, как я, только приехали, ноль иврита. И смотрим, озеро какое-то искусственное, нам выдали резиновые костюмы, даже не костюмы, какие-то сапоги вот такие, как, я не знаю, как комбинезон. Да, с такими лямками. Мы одели, нас загнали в это озеро, сети, и мы там ходили в озеро, цепляли сети, вытаскивали, потом вилами стояли, и на такой, как называется, не эскалатор, а такой автоматический подъемник рыбу, и там в трактор в кузов. Да, и я подумал, еврейский мальчик, закончил школу с 3 четверками всего, то есть 5, и все, я всю жизнь сейчас буду работать на плантациях или рыбу ловить. Конечно, это был тяжелый момент. Так, Борис, подойди, пожалуйста, ко мне. Давай. Смотрите, чтобы вы знали, как выглядят еврейские миллиардеры. Скромный. Он отказывается дать мне интервью. Но дело в том, что если бы не он, то выпуска про Израиль не произошло бы. Потому что вот это его компания, Gradient. И он, когда узнал, что мы едем, решил нас поддержать, помог нам с гостиницей, оплатил ее за хреновую тучу денег. Поэтому операторам и мне есть где здесь спать и жить. И это помогает нам существенно сократить расходы на этот выпуск, а значит сделать его реальным. Потому что каждый выпуск – это хреново
туча денег. Самолеты, перелеты, операторы, монтажеры, режиссеры. Все это нужно, чтобы был крутой контент. И вот такие люди поддерживают нас и помогают. Спасибо. Бориса крутая Спасибо вам, компания, ребятки. и они занимаются мобильным трафиком. Если вдруг вам это нужно, интересно, у вас есть приложение, вы хотите трафик, продвинуть его, получить лиды, заявки, то вот посмотрите на эту компанию, я ссылочку оставлю, зайдите, изучите. Это не реклама, он мне не платит, но он сделал все, чтобы этот выпуск произошел. Спасибо ему большое. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам. Смотри, так скромно миллиардеры выглядят в Израиле. Реально так. Он слинял кучу денег, понимаете? Кучу, а ходит в обычных джинсиках. Ну, такие здесь скромные люди, что поделать. А здесь что? Здесь у нас находится спа. Каждый житель этого дома имеет карточку, по которой он может зайти и пользоваться в любое время. Проходите, я хочу вам показать. Двери мощные. Высота потолков сколько здесь? 3,5, да? Почти 4. Я думаю, наверное. даже повыше. Здесь есть сухая сауна, мокрая сауна. То есть здесь очень люди любят Попариться, да? Ну, на улице я проводить понимаю. время. Слушайте, надо было с собой плавочки взять, немножко попариться, да? Так. Я могу вам ее показать, потому что население этого дома любит просыпаться попозже, пока здесь нет людей. Но если бы здесь были люди, мы бы так просто попасть сюда уже не могли. А так бы нас даже не пустили. Так, вот мужская раздевалочка, да? А, ну это нет туда прохода. Все. А это вот такой, это есть спа. То есть вот это Да, две. да, это- Класс. Вышел так с утречка. Да. Или вечерком после работы. И у тебя своя персональная банька. Да, здесь очень миленько, и люди, которые любят люксовую жизнь, они занимаются спортом, они любят свое здоровье. Сколько так вам приходится в течение дня собирать бутылки? Да где еще только начала? Я не знаю, сколько. Я там посижу, ну, штук 20. 20 штук будет 5 шекелей. Так что не так много. На 5 шекелей здесь особо ничего не купишь. А что купишь? Конечно, 2 шекеля. Вот что сосед мне дал. 6 бутылок, 6 шекелей, 6 пивных. Все, пока что. 20-25 больше не соберешь. Еще конкуренты здесь вовсю хапают со твоего рта, как говорится. Молодые. Хап-хап, цап-цап. Конкуренция за бутылки? Да. Есть молодая, она так быстро орудует. Быстро, тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Я так не могу быстро. Так что не знаем, как здесь выживать, как жить, как чего. Очень тяжело. Страна хорошая, люди... Наперед скажу, у меня вся жизнь состоит из каких-то таких, я называю это, перекрестков. И на каждом этом перекрестке был какой-то значимый для меня вот сегодня. Эти люди очень значимые для меня, которые там или пинком, или каким-то движением направляли меня. Вернулся я в Кирьят-Беалик. Это, ну, это как периферия Хайфы. То есть, ну, допустим, есть Москва, а есть Химки. Там, ну, такой городочек под Хайфой, там, где жили родители. И, в общем, я там гуляю, брожу, не понимаю, что вообще делать. И я особо даже не думаю, что делать, потому что какая-то такая апатия была. Надо было понимать, ну, как жить дальше. И захожу я в такой как парк, общественный парк. Какое-то здание стоит, метров так 50-60. Или школа, или какой-то спортивный центр. Я двигаюсь туда, никаких мыслей у меня не было. Вдруг я слышу удары перчаток по мешку. Ну, так я боксом занимался много лет, я этот звук услышу. И я направился туда. Оказалось, что это спортивный зал, баскетбольный зал. Я открыл дверь, и там стоит такой... Ну, для меня тогда, я думал, взрослый дядька, то есть мне лет 19, а ему там лет 35. Ну, вот. И он мне кричит на русском языке: закрой дверь или с той стороны, или с этой стороны, или с этой стороны. Ну, я закрыл с внутренней стороны и попал к нему на секцию бокса. Он, да, через 2-3 недели он помог мне устроиться на работу туда, где он работал, грузчиком на мясокомбинате в холодильнике. Это государственное предприятие, ТНУВ, оно и сегодня есть. Вы грузчиком работали, мясо таскали? Да, да. И был морозильник там за минус 20. Вот там мы внутри работали. Там смена 8. В пуханах все, видимо, да? Ну да, на иврите называется хермонит, но это такой комбинезон утепленный, скажем так. Но так как мы пахали там как сумасшедшие, то есть, мне кажется, я и в шортах иногда заскакивал внутрь, быстренько пару картонов захватить. И в день плюс-минус там около 15-17 тонн мы руками вот так вот. Да. Офигеть. Но зато это была просто отличная дневная тренировка, а потом еще была вечерняя тренировка. Да, то есть... Еще и платили за нее немножечко. Ну да, вот там я помню свою первую зарплату, это было 900 шекелей.
900 шекелей это было $300 плюс-минус. Да. Ну, это неплохие уже деньги. Это ни о чем было. То есть в те времена на эти деньги здесь жить тоже невозможно было. Невозможно было, ну, конечно. Конечно. Потому что в России до сих пор люди за 300 Нет, долларов. ну, живут. Израиль немножко другой уровень жизни. Нет. Это было нормально для нового репатрианта, скажем так. На покушать с рынка, не более. Здравствуйте. Hello. Do you speak Russian? По-русски говорите? In English? English no? Just ivrit? В принципе, сюда лишний раз, ну, как бы зачем заходить? Я лично несколько раз так ночью гулял, ну, спокойно достаточно, как бы. Ну, они сидят тут, пиво пьют, особо не трогают. Но лишний раз, ну, зачем? Лучше не заходить, мало ли что. Тем более, если наркоманы, если под алкоголем, то есть мы не знаем, что у людей в голове. То есть, может быть, реально какой-то трэш случится. Ну, не рекомендовано. Смотрите, здесь у нас комната для всех жителей дома, которые могут ее снять на любое время. Ага. Снять бесплатно, просто заказать. Забронировать. Забронировать, чтобы никто другой в это время тоже не пришел и сделать праздник детям или день рождения отметить. Ничего себе. Отдельная комната для детских праздников. Да, да. Ну и, наверное, как сюда могут дети тоже прийти, игровая Да, комната, здесь да? устанавливаются столики, угощения, то есть музыка ставится, клоуна можно пригласить. Это все для пользователей, для пользования жителей. И также есть своя синагога здесь. Синагога еще своя в здании? Да, в синагогу попасть мы не сможем, потому что есть человек, который открывает ее вовремя для утренней молитвы, для вечерней. И он главный, здесь хранятся книги, Торы и всякие очень важные. Космос. Да, Пойдемте, я хочу увидеть бассейн. давайте. Так, и значит, ваш тренер с вами дальше занимался? Как-то Да. тренировал вас? Да, тренировал, и мы стали друзья. Ну, как может быть друг там 19-летний сопляк и 35-летний, умудренный опытом дядька, скажем так, очень авторитетный, ну, в хорошем смысле этого слова, не там какой-то преступный элемент. И мы, ну, знаете, вот прошло 30 лет, он умер, к сожалению, 2 года назад. Да, я был на свадьбе у его дочери вот 3 недели назад. То есть я до сих пор поддерживаю отношения и с детьми его, и с женой его. Да. Только случайно просто зашли? Просто случайная встреча, да, просто случайная встреча. Так, и дальше как карьера ваша строилась? Ну, работал я на мясокомбинате 2 года, пока не женился. С помощью моего тренера. То есть видите, насколько значимо вот это решение сделать шаг по направлению спортзала. Вы даже не поверите. Когда я работал на мясокомбинате, мы не иногда, там 2 раза в неделю нас оставляли на продленную работу. Если ты оставался на продленную работу, тебе давали такие как называется? Ваучеры. Ваучеры на бензоколонку подойти рядом, там такой ресторанчик, и получить какую-то еду, чтобы там отовариться, в общем. И мы в один день, вот в каком виде там я был тогда, грязный, потный, в этом комбинезоне, зачуханный, мы пришли в этот ресторанчик. Зашли вместе, и я увидел там новая официантка. Да. Тренер сразу увидел мой взгляд, что я там заинтересовался. И он такой, он очень компанейский был, душа компании, веселый, мощный, то есть, ну, просто там мощнейший мужчина, в полном смысле этого слова. Он говорит, типа, что тормозишь, давай. Я говорю, да не, Боря, куда, посмотри на меня, посмотри на нее. Я здесь как с грязными руками, ногтями и так далее, подобное, не пойду. Он говорит, ну, ты тормоз. И все, он говорит, ладно, иди набирай салат, я пойду там, закажу что-то, воду, там, колу что-то возьму, и уже на выходе встретимся. Я говорю, ну хорошо. Выходим, идем. Я что-то такой загруженный, там себя корю, типа лошара, почему я не подошел. Ну, думаю, ладно, в следующий раз более чище оденусь и подойду. Ну, в крайнем случае, пошлют меня. И он вытаскивает такую бумажку, говорит, завтра позвони. Я смотрю, там, номер телефона, имя. Я говорю, как? Он говорит, ну, я подошел, сказал этой девушке, типа, молодой человек, вы ему очень понравились, он стесняется, потому что там, да, ну, не в самом респектабельном виде сейчас находится, мы работаем там, но он очень перспективный. Вот я вам гарантирую, вы не пожалеете. Да, просто очень перспективный мальчик. Продал, получил телефон, и все, и я позвонил. И через 1,5 года мы поженились. Ого. И у меня родилась дочка, прелестная дочка. Да, Вы до сих пор вместе? Нет, мы развелись. Но это Вот, не получилась история. Но у нас все по-настоящему, друзья, извините. Да, то есть, видите, вот как... Сколько вы прожили вместе? 94-й, 2002-й, 8 лет. Ну, тоже немало. Да. Почти 10 лет. Да.
Получается, что вы, когда находите силы, то вы собираете бутылки. Собираю бутылки. Потом приезжает машина, обманывает меня хорошенько на 160 шекелей в последнее время меня обманул, не отдал деньги, уехал. Это по одной бутылке собрать, это знаете. И он меня на 160 шекелей обманул, уехал, до сих пор не появляется. Он на дом приезжает. Такие твари здесь, я не знаю. Давят на стариков, и так нам тяжело. Еще до конца кто-то еще нас душит окончательно. Второй было бы, ладно. Побольше бутылочек собирала бы, и все. 20 лет живу. А никакого удовольствия нет. Тяжело. За последние 28 дней на этом канале больше 4 миллионов просмотров. Ну, давайте познакомимся, с кем мы не знакомы. Я Павел Гительман. Это моя любимая жена Татьяна. И у нас есть личная новость. Уже вовсю готовимся к приходу в нашу семью нового малыша. И поэтому я вдвойне рад, что сегодня другом и партнером этого выпуска стала компания Джунис. И подгузники нового поколения. Какое большое количество вопросов у молодых родителей. Какие подгузники выбрать, чтобы они были безопасны, удобны и не протекали. Подгузники Джунис ультратонкие, с нежной, бархатистой поверхностью и подходят для малышей с первых дней жизни. Они быстро впитывают влагу и надежно удерживают ее внутри. Абсорбент не сбивается в комок при наполнении. Они идеально подходят как для дневного, так и для ночного использования. В этих подгузниках кожа малыша дышит и не вызывает аллергии или раздражений. Подгузники Джунис не используют хлор и отдушки. А посмотрите, какие они яркие и клевые, с цветными мультяшками. Подгузники аналогичного качества стоят на 50% дороже. Эти подгузники рекомендуют все мамы, которые попробовали их хотя бы один раз. Подгузники — это не все. У Джунис есть вкладыши для груди, влажные салфетки, пеленки. Это идеальный набор для мам, которые прямо сейчас или в скором времени собираются в роддом. Ссылочка на наших друзей, компанию Джунис, и всю продукцию в описании. Телепортацию сейчас. Ты пошел там. А тут есть проход, нет? А я уже тут. Ой, да. Это комната бомбоубежища. Это бомбоубежище? Да, эта комната полностью сделана из железа. В случае сирен, в случае войны вся семья собирается здесь. Ага. Здесь есть специальный... Окно какое-то закрывается, видимо, там, да? Да, это железное окно. То есть это все делается по специальному стандарту, толщина стен, все это из железа залито. В Израиле в каждом доме есть такая комната, если дом не старше 20 лет. Сегодня нет ни одного застройщика, который может построить дом без вот такой комнаты в каждой квартире. Эта комната абсолютно жилая, в ней есть свой кондиционер. Это, кстати, вентиляционный люк, когда все закрывается, здесь есть вытяжка, чтобы можно было дышать. И вся семья вот спит тут и пребывает здесь, потому что страна у нас всегда находится в положении готовности, и такие вот у нас стандарты. Когда я сделал предложение моей там будущей супруге, она ответила согласием, но с оговорочкой. Она сказала следующее. Там, я тебя очень люблю, я согласна, но есть одно «но». Не воспринимай это как отказ, но подумай как условие к изменению к лучшему. Она тоже очень такая амбициозная, уже русскоговорящая, с Приднестровья. Мы с тобой поженимся. Родится у нас ребенок. Ребенок пойдет в школу. Ребенка спросят, кем работает твой папа? Ребенок скажет, он работает грузчиком. Она говорит, у тебя же там потенциал сумасшедший. Ну, я начитанный, я перечитал всю отцовскую библиотеку в те времена, когда книги был дефицит, там, наизусть знал все. И я принял решение, что я увольняюсь и поступил сначала в колледж, отучился, потом призвался в армию, отслужил.
Потом вернулся, начал работать, подрабатывать. То есть я работал и на стройках. Ну, так, был женат. В 96-м году у меня родилась дочка. Нужно было кормить семью. Жена уже тоже начала учиться. И там одновременно я и учился, и работал там днем на стройке. После обеда на стройке, утром учеба, по выходным морды бил в ночных клубах и ресторанах. Ну, работал охранником. В плане, правда, что роль женщины, она огромная в жизни Я всегда мужчины? это говорю. Женщина может поднять мужчину, может просто уничтожить его. Да. Что она еще вам такое говорила, что вас двигало вперед? Что Она не говорила, она ставила, она очень умная, мудрая, там, она знала меня, ну, на меня нельзя давить, но мне можно подкидывать идеи и подавать, типа, что эта идея идет от меня. Это я потом уже все прочухал, ну, извините за выражение. Приведу пример. Мы жили вот не в самой Хайфе, а жили да, внизу, на периферии. Там, такой райончик, много русскоговорящих, бедный райончик. И ребенку уже было 2,5 года, пора было отдавать в садик. Она говорит: слушай, давай я дадим ее в Хайфу, вот прямо вот сюда. Это здесь самый дорогой район, вот в этот садик. А он, я как сейчас помню, он стоил 3000 шекелей, это почти $1000. Это сумасшедшие деньги. Просто по тем временам. Ну и сейчас-то не маленький, а тогда вообще... А тогда это 96-й год. 99-й год, извиняюсь. Это бюджет города какого-нибудь? Не, ну не бюджет города, нет. Я сразу там, я понимал, что пахать-то мне надо, куда я и так пашу, как проклятый, откуда деньги. Прорвемся, давай сделаем. То есть, знаете, как ставишь цель, а потом уже прешь и уже не думаешь. А если сидеть, колебаться, думать, ты никогда этого в жизни не сделаешь. То есть, благодаря ей, там, я взял правильное направление. Понимали, что уже безвыходной ситуации... Да, выхода нет, надо двигаться, да. И что вы сделали? Я закончил колледж, вернулся, начал работать. Потом, вот также благодаря ей, она поступила в универ. В следующий год я поступил в универ на одну и ту же специальность. Это управление финансами, там, управление бизнесом и так далее подобное. Мы начали изучать фондовый рынок. А мне это всегда нравилось, потому что я смотрел фильмы, но я не понимал, что это такое. И когда учеба уже подходила к завершению, я начал параллельно сам для себя пытаться торговать, но забросил это дело. И я, как только закончил учебу, еще не подтвердил диплом, я устроился на работу замначальника экономического цеха там, на предприятии, оно известное, называется Фрутером. Они делали, биржевая компания такая международная. Как вас взяли на позицию замначальника, если вы только институт закончили? Так брали. А что это такое? Замначальника это не... Это название, да? Да, это название. То есть я мог и физически там какие-то действия делать. Мотивационное название для грузчика. Да, все. Не грузчик был, но чуть был выше, да. Замначальника там экономического отдела. Но я просто перевожу с иврита на русский, это не совсем точно. Да, точный перевод, поэтому остановимся на таких названиях. А у вас есть какие-то родственники? Дети? Есть родственники. Одна сестра в Варшаве живет. И все. У нее нет возможности вам помогать? Ну, тоже старенькая, у нее своя семья, своя жизнь, внуки, дети. Каждый старается своим помочь. Мне дочка помогает немного, но она сейчас очень занята, учится и работает, и еще дети, так что не до меня. Смотри, это полуолимпийский бассейн. Сколько он метров? Он же огромный. 50 метров по почти. стандартам, да. Обалдеть. Очень приятно выйти утром, проплыть, сделать физическую подготовку перед началом рабочего дня. Многие люди занимаются здесь бизнесом, начинают работать с 10, 11, 12. Очень много хай-текистов живет. Это люди, которые, в принципе, работают, они любят ночью работать. То есть рано утром здесь мало кого увидишь. А вот там, я смотрю, еще теннисные корты. Да, здесь есть теннисный корт, детская площадка, у них есть свой бар, то есть после обеда люди выходят выпить коктейли, у них здесь есть бармен, который готовит соки, джусы, можно ты у него отправить. покупаешь, да? Здесь, да, ты покупаешь, да. Можно отправить детей, они будут тут сами играть, пока родители там хотят отдохнуть, спать, и как бы здесь все под... Я еще раз хочу понять, это обычная квартира, я покупаю обычную квартиру, ну чуть-чуть подороже, правда, я понял, от 2 до 10 миллионов долларов, и у меня входит огромный бассейн, фитнес, теннисный корт, детская площадка, комната для детских игр, синагога для тех, кого это нужно, спа. Спортзал, в котором сейчас занимаются люди постоянно. Офигеть.
Но нужно понимать, что содержание месячное такого проживания будет стоить, как в принципе, только за месячную, как абонентная плата, будет стоить примерно по ценам, как обычная семья снимает квартиру в Натане, 3-4-комнатную. То есть это, грубо говоря, То есть квартплата такая, Любой да? каприз за ваши деньги, да. Я каждое утро приходил на работу, и мой начальник сидел с этой газетой, и постоянно там что-то, эти колонки цифр. А я-то изучал в теории все. Я потом попросил объяснения, что он делает, чем постоянно на телефонах нервничает или очень довольный. И он мне объяснил, что вот это колонки цифр, это это акции компании, вот они сегодня могут вырасти, завтра могут упасть, заработать. Я быстренько посчитал, у меня математический склад ума до сих пор, я быстренько, и все. И представьте опять ситуация. В эти же дни, там, через несколько дней после вот этого разговора с начальником, я сажусь в машину, 5 часов вечера, заканчивалась работа, еду домой. И было единственное русское радио, так и называлось, русское радио. И была реклама. Для тех, у кого есть там, высшее экономическое образование, открываются курсы в Рамадгане под Тель-Авивом. Да, курсы биржевых брокеров, там, полугодичные. Я позвонил, и через месяц я уже записался, и ездил, работал, учился. И так вот на протяжении полгода закончил эти курсы. Класс. Я на что хочу обратить внимание. Вот мне что понравилось, что вы увидели, что начальник чем-то увлечен. Да. При этом это не совсем связано с работой. Нет. И вы, во-первых, не постеснялись спросить, а во-вторых, вы по-настоящему с интересом хотели узнать. Потому что на самом деле, мне кажется, это самый рабочий инструмент. Хочешь, если бы я вдруг хотел научиться боксировать, надо обратиться к человеку, который уже умеет боксировать. Не, или вы можете стать сами 1,5-2 года стучать по груше, и толку будет 0. Лучше укоротить этот процесс. И получается, я к чему? Нас смотрят люди, и кто-то сейчас находится в состоянии выбора, чем ему заняться, что ему сделать, особенно в период текущей, дичайшей турбулентности. И не очень понятно, куда приткнуться, не очень понятно, что сделать. И я когда с кем-то общаюсь, мне все интересно. Я говорю, а кто то, чем вы занимаетесь? Вы оператор, вы боксер, вы на фондовом рынке, чем угодно вы занимаетесь, дизайнер. А кто самый лучший в вашей категории? Кто топ-5, кто топ-10? Да? А как они действуют? А у кого из них можно чему-то поучиться? За кем можно подсмотреть? К кому вы можете вообще обратиться, спросить? Потому что, если я сам буду учиться боксировать, это будет 300 лет, или английский язык учить, еще что-то. Лучше, наоборот, встретить того, у кого уже это получилось, и о чем-то с ним договориться. Хотя бы спросить совета, да, или поучиться, или вместе с ним работать, или еще что-то. И это самый быстрый способ. Да. Потому что, когда мы общаемся, мне потом в комментариях все время пишут, Паша, вот ты покажешь, что он там уже богатый, у него все получилось, не было ничего, с нуля, и тут он миллиардер. Типа, ты спроси, первые деньги, это на чем он заработал? А на самом деле, вы же говорите, встретить нужного человека, что в боксе, да, что на фондовом рынке, и просто спросить, а что это такое? Да. Не постесняться, не побояться. И уже подумать, это твое или не твое, это человек же чувствует. Да, это тоже важно. То есть вам это было интересно? Надо всегда прислушиваться к своим ощущениям, всегда. Я всю жизнь прислушиваюсь. Если мне претит или я чувствую что-то не то, я доверяю своей интуиции, я, может быть, не осознаю, почему, а потом мне оно и подскажет, подсветит где-то, почему я не пошел этим путем. То есть вам как раз этот фондовый рынок, покупка акций, облигаций, анализ большого количества цифр, вам просто это было интересно? Мне было это всегда интересно, и это мое. То есть я кайфую от этого. И неважно, там, заработал денег или проиграл, потому что проигрывают все. Только гуру-блогеры рассказывают, что слушайте меня, и вы всегда будете в плюсе. Такого нету, не бывает. Вот здесь можно заметить, сейчас мы уже с тобой такое позднее время, то есть если днем или вечером пройти, достаточно мало женщин. Вот это интересный факт. Я это обратил внимание. Я когда один раз здесь проходил, много мужиков с пивом сидят, пьют, курят, что-то болтают. Кто-то шатается, кто-то падает. Это увидеть можно сплошь и рядом. А женщин не так много. Выяснилось, один мой знакомый когда-то в силовых органах рассказывал, когда он имел дело с этими товарищами, что здесь очень развито изнасилование женщин, причем именно своих. То есть они, опять же, белых людей не трогают, а именно среди своих, потому что адская нехватка женщин. И вот эти все филиппинки, которые там, не знаю, незаконные, массажные салоны, они подвергались очень сильно и подвергаются. И отсюда, в принципе, женщины такие, они многие убежали. А сколько аренда, если я хочу арендовать здесь? Здесь вообще реально арендовать? И хоть кто-то сдает в аренду?
Здесь редко очень, но бывают квартиры. Арендная плата начинается с 12-13 тысяч шекелей в месяц, не включая... Вот этот платеж вот месячный. этот платеж месячный, да. А он еще столько же примерно? И он где-то выходит 4 тысячи в месяц примерно. Окей. Это включает налог на землю. Налог на землю в Израиле очень дорогой. Это одна из самых больших выплат для каждой семьи, неважно в каком районе, неважно в каком доме они проживают. И плюсы услуги содержания бассейна, охрана, видеонаблюдение, ну и все фасилити, которые мы ранее уже увидели. Ну, слушайте, это получается цена примерно в районе $4000 в месяц. Совсем про все. Это стартовая цена. То есть 4-5 есть тысяч долларов. квартиры Но за это, 20 кстати, тысяч, за 25 тысяч. очень адекватная аренда относительно того, насколько здесь круто. Поэтому мы здесь не можем найти квартиры для аренды. То есть как только что-то появляется, оно сдается в течение часов, оно даже не поднимается на рекламу. Только те люди, которые каждый день здесь работают, они реально знают, кто когда выезжает и следят заранее, знают семьи, знают, кто когда собирается, планирует продавать. Здесь очень трудно найти квартиру и на покупку, и на аренду. «27 сентября мы едем в загородный отель вместе с тусовкой предпринимателей. И ты можешь вместе с нами полететь на вертолетах, на автобусах. Мы будем несколько дней вместе отдыхать, обмениваться полезными знаниями, ходить в баню, тусить. И поэтому, если ты хочешь присоединиться к нам на бизнес-кэмп, то регистрируйся по ссылке внизу, вверху, где угодно. Найди эту ссылку на бизнес-кэмп. И 27 сентября 2022 года мы тебя ждем. Да? Оп, а теперь, ну-ка. Как ты? Видно море. Ой, красиво как. Слушайте. Если вы будете плохо себя вести, я просто позову своего друга. Он где-то здесь. Какого? Сейчас. Джокер. Джокер. Так он добрый. Можно его погладить? Нет, ни в коем Не стоит? случае, Он да. меня сразу... Джокер, иди сюда. Как медвежонок такой. Но он просто, он агрессивный, да? Он не агрессивный, это же Cane Corso. Они генетически заточенные телохранитель, пес-телохранитель. То есть, если я туда спущусь, он меня загрызет, да? Да, он может укусить. Не может, а 100% укусит. 100%? Да. Он такой красивый. Тебя погладить хочется. Ты добрый? Ну ладно. Вы пошли на курсы, обучились, и Обучился. что, все, сразу заработали $1 миллион? Нет, не обучился. И буквально я только закончил учебу. И... Ну, это смешно, но это... Я работал охранником параллельно в клубах. Значит, но это считалось... Это не вот эти охранники сегодня, которые стоят. У нас там была такая действующая... Группировка. Да. Ну, не группировка. Мы не были там с криминального мира. Просто были спортсмены, нам нужны были деньги, и мы жестко работали. Мы работали... Вот здесь вот есть... Был, сейчас там торговый центр, а там был ночной клуб, назывался он «Ливинг». То есть это место, куда вообще не могли охрану набрать. Потому что вот здесь ниже, район называется Тират-Кармель, там живут в 50-х годах туда поселенцев всяких, ну, с тюрьмами и так далее и подобное. То есть, сами понимаете, какая там публика. И вся эта молодежь, обкуренная, обдолбанная, шла туда, и там поножовщина была чуть ли не через день. И вот мы работали, мы очень хорошо зарабатывали. Там дневная зарплата там чуть ли не как у инженера какого-то крутого. И мне мой товарищ говорит: слушай, давай замутим курсы телохранителей. О. Да. Я говорю, и что мы будем, что мы будем преподавать? Где я, где телохранители? Ну, давай. Там, и мы пошли на это, я думаю, так, сняли помещение, ведем курсы телохранителей. Почему не провести курсы брокеров? Я же уже суперброкер. Ну, так я считал тогда. И тоже запустили курсы, шло обучение. То, что я изучал в универе, я потом перепродавал. Люди напишут, что вы инфобизнесмен. Так это было в 1999 году. Ничто не может быть так вечно, как продажа курсов. Да, это было в 99 году. Ну, почему я помню? Потому что, вы, наверное, еще были, не наверное, 100% были маленькие. Была тема такая, когда с 99-го переходит на 2000 год, что все компьютеры упадут, называлось БАК 2000, да. А я уже тогда был в теме, в бирже и так далее и подобное. В общем, после курсов я начал торговать. Там на свои деньги, 10 тысяч шекелей, это наши были накопления семейные, которые там мне доверили моя жена и дочка.
Ну, это около $2500 было, если не ошибаюсь, или $3000, не помню курс на то время. Ну, и я очень хорошо разогнал эту сумму. Как только я разогнал и почувствовал... До скольки вы разогнали? Около $90 000 это был первый. Ничего себе. Да, для нового репатри... Ну, для... С 2000 до 90 это Да. серьезный результат. Почти 50. Да, и я сразу почувствовал себя Уорреном Баффетом номер 2. И как только я это почувствовал, я спустил все, что можно было. Да. Все потеряли? Потерял все, осталось там пару сотен долларов. Расскажите, как вот у вас сейчас проходит день? Что вы делаете, когда просыпаетесь? Утром встаю, сплю долго, покушаю, опять засыпаю. Так у меня день проходит. Раньше я много чего делала. Варила, убиралась. Сейчас я не стою ничего делать. Нету у меня помощника ни черта. Был метапель, все поукрали. Цепочку украли, деньги украли, все украли, жемчуг украли. Метапелиды. Это кто такие? Ну, которые уборку приходят, делают на дому. Государственная. Все поворовали. У меня проблема была после операции с желудком. Пока я в туалете, они орудовали, джик-джик-джик, все стащили у меня. Ничего не осталось. Платья у меня были хорошие. И много чего было, очень много украли. Золото, деньги, жемчуг, янтарь. Все это у меня было, все, ничего не осталось. Ничего не осталось. Это здешние метапелиды. Одни воры, одни воры, одни воры. Все поутащили у меня. Даже у меня была серебряная брошка, и то забрали. Мы встретили бабушку, и она сказала, что так к ней приходили девушки убираться, помогать там, от государственной службы, я так понимаю. И они ее обворовывали. Метапеллет называется. То есть метапеллет это... да, есть такая служба, которая помогает престарелым. То есть если, допустим, даже у нас очень престарелые родители, и надо ухаживать, то государство выделяет таких метапеллетов, которые за этими стариками, они смотрят полностью, есть даже общежития какие-то, они живут даже с этими стариками, там все это разные вот эти у них условия. Приезжают очень много, опять же, и филиппинок очень много. Называется по рабочей визе, то есть они не граждане, но не имеют права работать. Тоже со стран СНГ. И они в доверие входят. Случаев того, что метапеллеты, так скажем, обворовывают стариков, и это, да, они есть. Ну, это регулярно. Это правда? Это правда, это правда. Я не знаю, чем они мотивируются, то есть им как бы государство и так им платят зарплату. За то, что ты за стариком ухаживаешь, тебе платят нормальную зарплату, даже больше минимума, как бы, им хватает. Еще тебе жилье могут дать, еще как бы спокойно. Но при этом этого мало, обворовывают, не знаю чем, но случаи часто. Что метапеллета даже боятся кто-то, старики, что уже наслышав эти истории. Я очень дисциплинированный по своей натуре, вот я и до сих пор, у меня режим, там, все дисциплина, это в первую очередь. Я сразу понял, в чем я ошибся. Я понял вот эту ошибку, которую я допустил, почувствовав чрезмерную уверенность в себе, самоуверенность даже. Я хочу про дисциплину понять, потому что непонятно. С одной стороны, вы потеряли много денег. Да. В этот момент, наверняка, большинство людей стали бы очень сильно расстраиваться, да, рефлексировать, да, там, лежать, паника и так далее. Вы потеряли весь свой капитал, да, все, что вы заработали, и даже и больше потеряли. Да. А что с дисциплиной? Нет, объясняю. На мой уровень жизни это никак не отразилось. Так. Я не взял $90 000 из семейного бюджета и профукал их. Ну, вы взяли 3 Я или взял 2? 3. Я же уже там, у меня уже были курсы, я уже там параллельно начинал какие-то другие бизнесы. То есть доход в семье увеличивался постепенно, но не в тех цифрах, которые можно было добиться на фондовом рынке. То есть на уровне жизни семьи это никак не отразилось. Это отразилось на потенциале, на уверенности, на моей уверенности в будущем. Но у меня есть такое свойство, когда случаются какие-то неприятные моменты, я не начинаю там суетиться, там, как бы сказали, рефлексовать. Я анализирую, почему. Потому что легче всего обвинять всех вокруг, но все, что связано с бизнесом, в основном виноваты. Партнер кинул, ты виноват, что такого партнера выбрал. Там, сотрудники тебя обокрали или там, делают свою работу неряшливо, из-за этого компания несет ущерб.
ты виноват, значит, неправильно контролируешь, неправильно подбираешь людей. Надо всегда анализировать. Поэтому я очень быстренько просчитал, в чем я ошибся. А ошибся в самом элементарном, в самом простом, как я сказал, дисциплина. Торги, в первую очередь, это дисциплина. Есть определенный свод поведенческих правил твоих, которые ты выработал или содрал у кого-то, они тебе близки. И надо четко действовать по этим правилам. Есть правила поведения на бирже. Я их нарушил. Что это за правило? Правило не усредняться, если ты работаешь в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Все, кто вам скажет усредняться, это ошибка. Потому что ты не можешь... То, что дешево сегодня, не факт, что завтра оно подорожает. Потому что, скорее всего, то, что произошло, ну, это нашумевшее в мире крипто, то, что произошло с Луной. Слышали? Да. Там с уровня 100 за один день упало там чуть ли не до $1. То есть падение 99%, правильно? Да, там больше. У меня большая аудитория моих подписчиков. Мне многие начали писать: Эдуард, надо покупать. То есть она грохнулась. Ну, даже если она поднимется с 1 на 2, это уже 100% прирост капитала. То я просто написал для всех рекомендацию. Ребята, то, что дешево сегодня, завтра может быть еще дешевле. Сегодня упало на 99%, завтра может упасть на 99%? Чисто математически. Может. Ну, давайте для тех людей, которые слова могут не понимать, все-таки вот то, что вы рассказываете, складывается ощущение, что все равно надо в этом разбираться. 100%. Если ты просто со стороны даже слова не до конца понимаешь, ну, глупо рассчитывать, что у тебя что-то получится. Да. Если вы хотите стать программистом, что вы сделаете в первую очередь? Вот закончили школу. Вы пойдете учить программирование, язык программирования, правильно? Угу. Потом вы начнете работать, где-то набираться опыта, там, с коллегами общаться. И, дай бог, там, через 5, 10, 15 лет вы станете супер крутой программист, и вас возьмут в тот же Microsoft и дадут даже опции на акции. А почему вы решили, что трейдером вы можете стать, просто прочитав одну книгу и прослушав 3-месячный курс? Здесь, кстати, новости. Да, здесь новости здания, новости политики. То есть человек, пока идет в лифте, он может там узнать последние новости. Уши заложила, правда? Тренирован. Да, а у меня да. Чуть-чуть. 32 этаж. Предпоследний этаж. О, как страшно. Я не знаю, на камере будет это видно или нет. Ну-ка. Прямо... Блин, вот это видок, конечно. Это, что вы понимаете, я просто в подъезд вышел. В квартиру нас не пускают. Мы слишком никчемные люди. Не элита, так сказать. Простые смертные. Красота. Это новый, один из самых дорогих районов города Натании. Смотрите, это новый район, он называется Ир-Ямим. Ир-Ямим – это город морей. Значит, его преимущество заключается в том, что этот район имеет все. У него есть полностью свой пляж, на который могут прийти и жители Натании тоже. Это частный пляж, туда заехать стоит денег. У него есть свой серфинг-клуб, то есть люди утром выходят, занимаются серфингом. Есть детские доски, есть... То есть очень много маленьких детей также вместе с родителями ходят, занимаются морскими видами спорта. Серфинг, естественно, самый популярный. И здесь у нас есть абсолютно в этом маленьком районе есть все. Есть школы, детские сады, есть свой большой торговый центр. И что самое главное, здесь 2 минуты выезжаешь на главную трассу, которая ведет тебя в Тель-Авив. Многие люди работают в Тель-Авиве, в центре страны. Вы сказали, что иногда плачете. Почему? Тяжело, горько. Тяжело, тяжело. Очень тяжело. Плачу, потому что я не справляюсь с этой обстановкой. Не справляюсь. Раньше я такая боевая, и варила, и убирала, и все делала сама, и дочке помогала. Сейчас я сама себе... Майя! Майя! Пошла я, давай, на мой злат, это моя знакомая. Вы помните момент, когда у вас был первый $1 миллион, и вы такие: я стал долларовым миллионером? Да, конечно, помню. Я даже в ресторане отметил это с моими 4 партнерами. Да. Я говорю, $1 миллион, который был в кэше, не там теоретически. Да. Сколько вам тогда было лет? Так, это был конец 2010-го, кажется. 40 лет вы стали долларовым миллионером? Да. Некоторые люди после такой суммы могут выйти на пенсию и сказать: ну и все,
40 лет, $1 миллион заработал, хватит теперь. А что такое $1 миллион? На что это хватит? Ну, вот так вот, если посудить. Когда ты с твоими доходами растут и твои потребности, и расходы. То есть вы дальше решили двигаться? А я не то, что я решил, но если бизнес идет, развивается, мне что, выключить и... Ну, на пляж? Нет. В теплые страны? Нет. Почему нет? Я хочу мотивацию понять. Нет, объясню. Потому что в тот момент, где-то до 45 лет, у меня был такой подход. Как сделал я, никто не сделает. Я контролировал вот вплоть до движения самой мелочевки все бизнесы, в которых я участвовал. Вот просто там, не то, что я не доверял людям, но я знал, что я лучше это сделаю. И я понимал, что это не совсем правильно, потому что даже не до 45, это, наверное, это был 2012-13, 42-43 года. Когда я пришел к тому, что надо научиться делегировать полномочия. Надо научиться подбирать людей не обязательно удобных тебе, смазливых или приятных, или которые тебе в рот смотрят и рапортуют, а даже сильнее себя в определенных направлениях. И это дало возможность мне расшириться и вернуться к любимому делу, к хобби, к спорту. Дрался на промоушенах со спортсменами-ветеранами, с бизнесменами. Я сам дрался, конечно. Подождите, вы уже заработали миллионы долларов, кучу бизнесов, инвестор, и вы шли на ринг драться? Да, крайний бой я провел в 2018 году, в октябре месяце. Ни хрена себе. Да, потому что обычно-то считается, что люди, которые в ринге, они не то что сильно умные. Во-первых, это стереотип. Это неправда. Это неправда, потому что вы видите, с кем вы сталкиваетесь. С уличным хулиганом. Но, скорее всего, он и не добился ничего и в ринге. Зато втянуть на подворотню он может. Но это не говорит о том, что он боксер, который что-то продвинулся. Боксеры, которые много чего добились, они не глупые люди. Вы пообщайтесь с Владимиром Кличко. Вы пообщайтесь на русском языке с Виталием Кличко. На русском. Не на украинском, но, слава богу, его выучил. Почему столько хохм про него? Потому что человек с мира спорта попал в политику, смешание языков, и получается такая ахинея, что я тоже в свое время, когда только начал подниматься на сцену и выступать перед бизнес-аудиторией, я тоже, извините за выражение, хрень такую мог, что я потом слушал запись, думал, боже, как я к этому пришел, что я несу. Пообщайтесь с Усиком, с Ломаченко, с Кудряшовым Димой, если мы про российских, с Сашей Поветкиным, с Сергеем Харитоновым. Я же со всеми с ними близко общаюсь. Далеко не глупые люди. Мне очень интересно. Вы зарабатываете деньги, все хорошо. Зачем идти на ринг? Какая цель? Должен же быть какой-то адреналин, еще какой-то экшен, чтобы пойти в клубы наркоту нюхать. Бизнес, такой крупный бизнес, как проводит досуг? Рестораны, девчонки, наркота, извращения какие-то. У меня свое хобби было. Я тратил туда свою дурную энергию. Я, будучи обеспеченным мужчиной, жил в Кисловодске на спортивной базе и свое белье, включая носки, стирал в умывальнике с шампунем. Хотя я мог купить всю эту базу. Но я получал от этого удовольствие. Очень интересно. Он мне и сейчас нравится, и сейчас боксирую. Для себя. Мы не спускались. И спарринги могу провести, да. Да, у меня в доме 2 спортзала. Да ладно? Спуститься у нас покажу, конечно, да. Я очень хочу. Да. Вау. И ничего себе. Это ваш персональный фитнес домашний? Да. И вы каждый день занимаетесь? Да. Есть еще отделение этого фитнес-зала. Я покажу уличный спортзал еще. Я закрою. Страшно. Кать, постой, посмотри, чтобы кошки не выскочили. Ого. Так, сколько раз подтягиваетесь? Раз без подготовки, раз 15. Надо было чемпионат устроить. Здесь вход, пожалуйста. Давайте сразу, сколько стоит это добро? Сегодня ты можешь это купить за 14 миллионов шекелей. Это примерно $3 миллиона. Примерно. Проходите. Какая тут высота потолков?
Высота потолков, я не буду придумывать, но это двухуровневая квартира, в которой есть... Ну, это метров 10, Нет, может я быть, думаю, 15. это больше даже. Здесь есть лифт. Ох ты, ни хрена ж себе! Так это не балкон, это целая квартира. Офигеть! Выходишь такой, ёшкин кот, а? У некоторых людей квартира меньше, чем этот балкон. Да, я должен посчитать, сколько он метров. В Гительманах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, примерно 17-20 метров. Но это в футбол можно играть. Фу! Офигеть! Офигеть! Единственным минусом этого объекта недвижимости являются высокие потолки. В Израиле это проблема, потому что в Израиле нет центрального отопления. Зимой возле моря очень холодно. Здесь будет холодно, да? Очень холодно. То есть нужно брать во внимание, что расход на электричество, когда ты включаешь все кондиционеры, он будет очень высокий в дополнение к содержанию этого жилья, оплаты аренды и полностью того, чего нужно оплачивать каждый месяц. Ну, я понимаю, это серьезное страдание. Так, это тут лифт. Да, это лифт. Если Внутри ты хочешь... квартиры лифт на второй этаж. Если ты хочешь попасть в спальню, тебе не хочется делать это пешком, ты можешь подняться на лифт. Ну да, я что-то решил, лучше она. И номер телефона какой-то застрял. Так. Ты можешь позвонить, да, если вдруг ты застрял, тебя приедут и спасут. Все. Серьезный человек, что я тут слушать вас буду? אני לא חושבת שזה עובד. Что-то не работает, да? Я не знаю, тут זה עובד, ונסה, מעלית הוא יכול לעלות? לא. לא. Отключен сейчас. Вот, все. Я, если не спрошу, то люди не поймут. Да. Но если вы не ответите, тоже не поймут, так что у вас нет шанса, надо ответить. Сколько Шансов. сегодня ваш капитал? Ну, я не могу на этот вопрос ответить. Ну, порядок. А? Ну, порядок хотя бы. Порядок? Ну, да. Ну, выше, чем $1 миллион, скажем так. Больше 10? Да. Все, больше мы дальше не продвигаемся. Ну, больше 10 это легко, потому что дом стоит 7 миллионов. Значит, конечно, больше. Значит, больше 100. Я дальше не отвечаю. Нас будут смотреть люди. И вы так рассказываете, вроде все легко. Идете, что-то Ничего легкого. потеряли, ну и потеряли, Ничего и пошли легкого дальше. не было. Я посидел в 33 года. Это о чем говорит? Что жизнь... Ничего легкого не было. Ни по какому. Как с 2000 до $90 тысяч дойти? Это бессонные ночи. Это проблемы в семье. Это там дочь, которая хочет с папой поиграться, а у папы голова в ноутбуке, который на тумбочке, и надо и с дочкой там общаться, и смотреть за котировками. Это адское эмоциональное состояние. Да, я не брал лопату и не копал, конечно, там физически я не устал. Это не физический труд, но эмоциональный труд намного сложнее. И причем во всех этих бизнесах бывали там критические ситуации, очень сложные жизненные ситуации, когда необходимо было с охраной ездить там. Ну, зачем? Конечно, мы же... Из-за безопасности? Из-за безопасности, да, конечно. В модные 90-е? Ну, они никогда не прекращались, просто поменялись с красных пиджаков, перешло на синие, все верно, да. Ничего не менялось. Все же сталкиваются с трудностями, как и вы. Правильно? Да, у всех они есть. Но почему-то у одних получается из них выбраться и построить карьеру, бизнес, инвестиции и жить в прекрасном доме на горе и смотреть на океан. Да. А у кого-то не получается. В чем разница? Разница в том, что вы начали на шаг вперед. Я бы откатил бы назад. Немногие люди готовы войти в трудности для того, чтобы что-то сделать. У них есть какая-то там привычная картина, привычный уклад жизни. Там, пошел, отработал, пришел домой, бутылочка пива, футбол, орешки, жена котлетки, там, возле гаражей прибухнул. Ну, что напрягаться, все нормально. Ну, не хочу я, там, не был я Монако, образно говоря, да? Я не люблю сам Монако, ну, образно. То, что там люди думают, что это супер-пупер круто. Ну, не был я, ну, и ничего страшного. Они не хотят выходить из зоны комфорта.
Вот и все. Это основная масса. Есть те, которые, да, растекаются, когда попадают в какую-то сложную ситуацию. Но в количественном выражении таких людей намного меньше, чем те, которые вообще ничего не делают для того, чтобы даже зайти в эту сложность. Ну, так и есть. Наверное, для многих условный Монако или там Мальдивы — это как Да. Луна. Да. Оно где-то существует, но ты никогда туда даже не собираешься попасть. Да. Потому что, ну, есть какой-то барьер. Ну, это же барьер в голове. Когда там в годы моей юности, скажем так, когда не было соцсетей, я не знал, что такое Мальдивы и Монако. Ну, единственное, что где-то в каком-то глянце я мог увидеть какую-то картинку. Но сегодня это все доступно в соцсетях. Почему у тебя не возникает желание там, ну, хоть установить какую-то долгосрочную цель? Это не цель, это если мне кто-то скажет, что я хочу построить бизнес для того, чтобы попасть на Мальдивы, я скажу, ты идиот, конченый, и у тебя точно ничего не получится, потому что мозгов нету. Как должна звучать эта цель? Ты хочешь изменить там свой образ жизни, ты хочешь, чтобы твои дети там жили в более лучших условиях, чтобы питались... Это же глупости, когда говорят, что хлеб везде хлеб, там, молоко везде одинаковое молоко. Это неправда, это неправильно. Качество даже той же еды, оно разительно отличается даже в одном городе. Я не говорю там Израиль или там, я не знаю, Камерун, ну, образно говоря. Даже в одном городе, даже в одном магазине ты можешь купить молоко качественное, а можешь купить непонятно вообще что, пастеризованное, которое там может срок хранения 55 лет, но это же не молоко. Ну, если у тебя дети, у тебя жена, у тебя там родители, должны быть базовые вещи, которые должны тебя толкать, выйти из этой рутины. Поменять место жительства, может быть, страну обитого, страну тебе не подходит. Надо что-то делать для этого. Хотелось в гости к вам зайти, но я понимаю, что вам идти туда далеко. Ну, у меня дома места, во-первых, нет. Комната маленькая. Ну вот мы как раз просто хотим показать, как по-разному людям. Ужасная квартира. Ужасно, 3000 плачу, ужасная квартира. А можете чуть-чуть рассказать, в каких условиях вы живете? 108 условия. Какие условия? Какие условия, сынок? Какие условия? У вас квартира, комната или как? Комната. Одна койка, туалет, раковина, холодильник, который надо выкинуть. Не холодит ни черта. Вот и все. Все портится, негде сохраняется. Холодильник дорого стоит. А вам пенсию как-то платят здесь Да, или как? пенсию дают 3300. 3000 за квартиру даю, и все. Все. Спасибо. Увидимся. Я здесь каждый день. Каждый день захотите меня видеть, пожалуйста. Я рада была с вами познакомиться. До свидания. Ну, кто-то посмотрит, скажет, ну, и вам легко рассуждать. Вы сидите в своем прекрасном Да, но доме как за раз 7 миллионов долларов. секундочку. У вас там денег дофига, уже бизнес, и вы в Израиле, все хорошо. А я, человек, может сказать, сижу там в маленьком городе, работы нет, возможностей нет, экономика в жопе, курсы падают, кризисы и так далее. Что вы рассказываете? Это вам легко рассказывать. Как мне может быть легко, если мы в начале интервью... Значит, человек, наверное, включил только час наше интервью. А я же рассказывал, что я за свою жизнь поменял несколько раз место жительства. И тоже с голой задницей. И оттуда туда. Потом я вдруг понял, что Израиль для меня уже тесноват. Я с моим партнером мы перевели управляющую компанию в Москву. Это опять смена ментальности. Хотя там нету проблем там, нету языкового барьера, но по-любому это совершенно другая обстановка, новые законы, но все новое. И начинать все с нуля, по новой. Как? Потом опять принять решение, закончить там, опять вернуться сюда. Потом там, открыть бизнес в другой стране. Это же тоже надо поднять свою задницу, поехать, изучить рынок, изучить законодательство, осмотреться, найти людей. Хожу на человек говорит, ну, у меня не хватает мотивации на все это. Не надо на все, надо с чего-то начинать. Ну, надо хотя бы замотивировать себя встать не в 12 часов дня, а встать там в 6 утра, принять холодный душ, сделать зарядочку. Не надо там стать олимпийцем. Ну, какие-то элементарные вещи. Там, но я не принимаю, когда там есть, ну, исключаем там медицинские какие-то моменты, когда там мужчина 30-35 лет, а у него уже там пузо ниже колена, там лысинг, ну, не лысинг, ну, не следит за собой, это же сразу видно. Никто же не мешает. Чушь полная, у меня нет времени. Всегда есть время, даже вот сейчас оператор может остановиться, отойти в сторонку, 20 приседаний сделать, и так 5 раз в течение дня, и он сделал свой минимум на сегодняшний день. Это же так работает.
Вы не видите в аэропортах, там, я часто вижу, там солидные там, мужчины идут куда-то за каток и начинают приседать, вот, просто приседать. Я сам так делаю. Потому что у меня проблема со спиной, я знаю, мне надо основной упор что делать там, на ноги, потому что они отстают в развитии. Смотрит сейчас нас человек, и у него уже появляется мотивация, вдохновение, он думает, ну, может быть, что вы могли ему посоветовать? Что вот прямо сейчас ему встать, начать делать, чтобы как-то... Понять, что он хочет для себя. Советовать такие, ну, это все же индивидуально. У каждого человека там свой там, способ мышления, что-то свое мотивирует. Но ты должен какую-то сначала там дальнюю цель. Но не просто я хочу попасть в книгу рекордов Гиннесса или Forbes. И все, сесть и ждать. Нужно прописать промежуточные цели. То есть как строится семиэтажный дом. Это же не берется первый фундамент, бах, и крышу зафигачили. Ну, сначала фундамент, заливка, потом первый этаж, потом то. И в конце концов строится дом. Так и здесь. Кстати, очень важный навык, который кажется слишком простым, поэтому на него не обращают внимания. Это просто иметь понимание каких-то шагов. Да, это основное. Какие-то этапы, да? Какие-то вехи. Что сначала к этому надо добежать, потом до сюда добежать, потом до сюда. А бывает такое, да, что у людей такие фары на очень короткую дистанцию включены, и они вот что-то смотрят в радиусе. Заработать сегодня рубль, чтобы завтра потерять 2. Да. И таких очень много. А какое-то примерное хотя бы представление, да, о том, куда, что он идет. Примерное, с ответвлениями, потому что вполне возможно, где-то вы наткнетесь не закрытую дверь, а на замурованную дверь. Значит, надо находить обходные пути. И надо не стесняться менять путь, потому что ошибочно увидели вот такой вот путь. Он изменился, а вы все прете, бьетесь лбом в стену. А уже там уже ничего нет за этой стеной. Надо оглядываться. И не стесняться признавать, вот я не буду, потому что я думаю, что этот человек тоже посмотрит интервью, я не буду сейчас ни кто он мне, ни имена и так далее подобное. Просто есть там люди, которые принимают быстро решения, есть люди, которые принимают долго решения, потому что много думают. И не факт, что тот, кто долго думает, примет правильное решение. У меня там совершенно другой подход. Я принимаю решение быстро. То есть проанализирую его, мне не нужно откладывать, так, а завтра я подумаю, надо еще что-то, еще что-то. Я знаю всегда, что, во-первых, там изначально по статистике верность принятия правильного решения минимум 50%, правильно? Даже выше, чем в казино. В казино есть зеро еще, а здесь 50 на 50. Добавляем, то есть это моя чисто теория, я сам к ней пришел. Добавляем там к статистике свой IQ. То есть, если ты умеешь немножко думать, анализировать, шанс на принятие решения, он повышается. У кого-то на 70 против 30, у кого-то на 80 против 20. Вот, допустим, я оценил свое правильность принятия решения 80%. Это достаточно. Но 20% никто не отменял, я могу ошибиться. Сколько бы я ни думал. То есть источников вот этих 20% я не докопаюсь. У меня нету вот этого вот... если я хочу купить акции, допустим, у Уоррена Баффета, а сейчас выйдет квартальный отчет. Но что бы я ни делал, я не узнаю, что они опубликуют. Нет у меня этой возможности. Не получу это. И все, я захожу на основании 80% принятия решения. Бах, ошибся. Значит, я в тот же момент понимаю ошибку, включаю задний ход, разворачиваюсь и иду в ту сторону. Классно, это про идею дать себе право на ошибку. Потому что в нашем менталитете нас осуждают, нам ставят оценки плохие, и поэтому мы очень боимся сделать что-то на двойку. А на самом деле по факту так и есть, что иногда ты на 4, иногда на 5, иногда на 2, и это нормально. Закон больших чисел никто не отменял. Чем больше ты сделаешь попыток, тем больше шанс на попадание в цель. Да не может наверняка, нет такого наверняка. Даже снайпер иногда промахивается. Аэроступени, которые, видишь, они как бы... Аэроступени, они в воздухе, да? Да, они как бы в воздухе висят. Вот здесь тоже можно утром проснуться, так выйти с чашкой кофе, постоять, посмотреть на виды. И еще один минус больших красивых квартир. Тут все время грязные окна. Да, надо отдельный человек, чтобы мыл, да? Да, здесь есть специальные альпинисты, которые спускаются сверху. Эта услуга стоит хороших денег, но в Израиле почему-то люди как-то не очень следят за чистотой окон, для того, чтобы видеть этот вид.
Как правило, вид первую неделю всех впечатляет, потом никто не обращает внимания. Но цена от этого не меняется. Тут есть еще... Ну наоборот это. Она уже убежала. Шалом, соседи! Так вот вышел, и мы пару контрактов заключил с этими миллиардерами. Теперь можно мяч в вашу сторону обратно? Раз. Давайте. Вот вы сказали, что надо план иметь, цели и так далее. Вам-то 52? 51. 51. Вам-то 51? Да. У вас какой план дальше? Какая дальше цель? Или вы уже все, на пенсию чуть-чуть? Это звучит, конечно, не очень... извините, я провоцирую. Как я только вчера вспоминал, я часто свои тренировки выставляю в сторис. Ага. Да. И я выставил где-то неделю назад. А у меня такие подписчики, основная масса хороших подписчиков. Там. И я выставил бой с тенью, там Джокер, красивый фон, я в хорошей, отличной форме. Ага. И я получаю в директ сообщения от подписчиков. Парень, наверное, я не знаком с ним. Там он иногда реагирует как-то. И он мне пишет: Эдуард, вы так похожи на моего дедушку. То есть я понимаю, что по простоте душевной парень решил сделать комплимент. Я написал ему сомнительный комплимент, конечно, но спасибо. Но он объяснил, что я просто визуально похож, там, что тоже всю жизнь в спорте, там, во взрослом возрасте и так далее и подобное. У меня сейчас нету вот таких вот планов, которые были там в момент становления. Сейчас у меня больше такой уклад, то есть плюс-минус там я расписал для себя в голове там мой жизненный уклад, на что больше приоритеты, на что можно подзабить. На что у вас больше приоритеты сейчас? Приоритеты сейчас больше там... Как это сказать, чтобы это не было там, так, знаете, высокопарно звучало? Как есть. Но сейчас я больше внимания уделяю там своему внутреннему состоянию, чтобы мне было комфортно. Не в плане физического комфорта. То есть, чтобы люди, с кем общались, были хорошие. Там... Чтобы вопросы такие не задавали? Нет. Вопросы как раз я готов к любым вопросам, и я нормально это принимаю. Имею в виду, я там отсек все негативное. То есть... Сейчас я в том положении, ситуации, что я могу позволить себе там, сказать: иди ты туда-то человеку, но с кем я не хочу общаться, хотя может быть, мне финансово это выгодно. Приоритет — это там, ребенок, там, близкое окружение, родители. Вот сейчас мне кушать принесли. Одну порцию. И то такое невкусное все. Белый хлеб я не ем. И то я позвонила, дала разгон, говорю: что, к старикам так надо относиться? Так она мне принесла сегодня. А кто это принес? Социальный, наверное. А по 10 дней я не имею ничего. По 10 дней. Это что такое-то за дела? Это не годится. Если дочка не принесет, она учится и работает. Сейчас она не может. Экзамен. А так она мне варит, приносит. Иногда приносит по пятницам. Очень тяжело нам. Или я покупаю себе, или вот это кошмарная жизнь. Вам не кажется, что это уже просто вы себя чуть-чуть отодвинули на задний план? Что нет, мне не кажется, что это на задний план. Вы говорили мне только что надо ставить цели, иметь план, идти туда. А куда идти? В Forbes попасть? Не хочу. Не то, что не хочу. Получится — отлично, не получится — ничего страшного. Как, кажется, Чичеваркин об этом говорит. Нету никакой разницы. Когда ты преодолеваешь определенный там уровень капитала, нету никакой разницы. У тебя там, чтобы вы опять не цепляли, я уже вижу ваш... У тебя там X миллионов или там X 2 миллионов. Это никак не отразится на уровне жизни. Больше головника. Вы что думаете, там уровень жизни там, обеспеченного, там, у кого там 100 миллионов долларов или там 150 миллионов долларов сильно отличается от уровня жизни Абрамовича или Дерипаски? Я думаю даже, что вот эти же, у кого поменьше, живут лучше и комфортнее, чем вот те. Знаете, то же самое сейчас кто-то, как вы привели пример, человек, который ходит, пивасик пьет за гаражом, он тоже скажет: так у меня жизнь может быть от этого классная, я пивасик попиваю, ничего не хочу. Просто в комментариях иногда осуждаю таких богачей. Да. И все. Да, ну я же своим жизненным... видите, я сейчас камень в ваш огород закину. Вы не сделали домашнее задание, приехав ко мне сюда. То есть вы могли проследить, что у меня, в каком бы там статусе я ни находился, я каждое утро встаю в 6 утра.
Мои подписчики это знают, потому что я много, все, что связано с образом жизни, я запускаю в Инстаграм, и очень много людей, которые следуют, там, мужики пишут там за 40-50, Эдуард, спасибо, там, полностью там замотивировали, живот уходит, там, работаю, чтобы живота не было и так далее и подобное. Я это постоянно тренируюсь. Я в теме всего происходящего на финансовых рынках. Я сам иногда даже торгую. Там, я запускаю бизнесы в Дубае, там, бизнесы в Лондоне, бизнесы в Израиле. То есть я к чему имел в виду? Я ушел от ежедневного управления, от текучки. У меня нет такого, что я должен там проснуться, в 9 утра приехать в офис, там, вызвать начальников отделов, получить отчеты, там, вставить кому-то, кого-то поощрить. Я прошел очень сложный путь. Тяжелый, энергетический. Я хочу кайфануть тоже. Класс. Но не пивком у ларьков. А вы не употребляете алкоголь? Нет, нельзя из крайности, знаете, тот, кто чересчур из крайности в крайность, это там тоже или есть проблема с психикой, или есть какие-то скрытые проблемы. Что случится, если я там на вечеринке выпью джин с тоником? Там ничего не случится. Алкоголиком я точно не стану. И не потеряю там... Я против наркотиков. Это вот однозначно. Поддерживаю вас. Да. То, что там затягивает, и я просто много видел, как ломались судьбы людей, очень интересных личностей. Финальный вопрос. Да. Самый сложный. Самый сложный. Да. То есть все, что было до этого, это мелочь жизни? Мелочь, конечно. Окей. Поскольку мы с вами снимаем не для телевидения, а для YouTube, Да. у нас уникальная возможность. Это видео будет жить условно вечно за счет технологий. Да. И оно с очень высокой вероятностью переживет вас, меня. И представьте, что прошло 500 лет, и ваши праправнуки захотят узнать, что там было за прапрадед. Мы же с вами не имеем возможности зайти в YouTube и найти, как жили наши прапрадеды. А скорее всего, мы бы посмотрели. Я бы с удовольствием посмотрел на своего прапрадеда, как он на YouTube что-то рассказывает. Ну, так вот сложилось, что мы с вами практически первые поколения, которые оставляем о себе такой цифровой след. И представьте, что на самом деле через 500 лет ваши праправнуки будут вас смотреть. И у вас есть 1 минута, чтобы сказать им все, что вы хотите донести. Ух ты ж, боже мой, ничего себе. Ну, да, что вы им скажете? Я не хочу подобляться менторам, я не хочу... это все вот эти вот теории очень много сегодня там, на просторах интернета, потому что невозможно обобщать. Я не знаю, вот честно не знаю, что надо жить, прислушиваясь к себе. Вот, наверное, вот это основной мой посыл, вот, что если там ты живешь, прислушиваешься, что тебе говорит, ну, у кого-то сердце, у кого-то там, у меня там на уровне, скажем так, диафрагмы, это позволяет минимизировать те ошибки, которые мы там создаем по жизни или там идем совершенно не по той дороге, которая тебе предназначена свыше. Ну, наверное, так. Не буду сейчас говорить, там, делайте добро, все. Ну, вот эти вот фразы, девизы, это не про меня. Ну, наверное, что прислушивались к себе. Ничего больше не скажу. Супер, спасибо вам большое. Пятерочку.